Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Агрожилование». Сегодня мы находимся в Харьковской области, в хозяйстве Ориль Агро. Со мной стоит сейчас Дмитрий, он главный агроном данного хозяйства. И данное хозяйство весной приобрели агрегат по технологии Култан серии АПИ, это украинско-немецкий проект. Поработали уже сезон. Сейчас успешный опыт был у нас с агрегатированием рабочих органов КВД именно с сеялкой. Вот хотели бы об этом сказать, потому что много фермерских хозяйств задавали вопрос на выставках, а можно ли как-то адаптировать под сеялку рабочие органы и так далее. Без наших там каких-то там рекомендаций, подсказок Дмитрий решил, скажем так, адаптировать, отработав по зерновой группе, там рапсу, агрегатом полноценно, потом сняли рабочие органы КВД и агрегатировали их на сеялку. Это реально круто, чтобы максимально, скажем так, использовать технику, продукт. Вот сейчас хотели бы спросить у Дмитрия, как ты к этому пришел, расскажи, есть несколько вопросов. Первое, как отработал наш агрегат, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то там недостатки, может быть, какие-то усовершенствования, может быть, сделать, может быть, что-нибудь поудобнее. Мы в каждом хозяйстве практически задаем этот вопрос, потому что совершенству нет предела, мы всегда очень быстро реагируем на это. Когда хорошая идея по какой-то модернизации, то мы на данном хозяйстве эту модернизацию делаем совершенно бесплатно. Первый вопрос, как отработал агрегат. Второй вопрос, как ты оцениваешь поля, какой результат на данный момент ты видишь, как развитие растений и так далее. Может, какой-то опыт оставался, может быть, у соседей разницу видно, там, кто вносит традиционным методом, ну и так далее. Первый вопрос, как отработал агрегат? Ну, в принципі, нормально, що ми 500 гектар пшениці відкормили. Ну, ніде ні підтікання, нічого. Ну, вначалі з нормою внесення не могли розібратися по шайбочкам там виставити. Ну, по-моєму, це виставили, пішло, все отлично. В принципі, яке предложення, ну, як я казав, на 9-метровому останні секції, як слажується він. В транспортировочному положенні, да? Да, в транспортному положенні. От вони, ну, по ґрунтовці, як їхати, ну, можуть десь черкануть, але ми їх знімаємо просто з боку, там, цепляємо і все. Ну, єдине, і що 6-метровий купили маловато. Тепер треба, ну, 9 метрів, більше площадей закривати. Ну, по качеству роботи, в принципі, довольні. Кстати, на данном хозяйстве, дорогие друзья, Дмитрий тоже заблаговременно продумал тот момент. Он купил у нас 9-метровый агрегат, но без подкрылков. По факту 6-метровый агрегат, но уже с потенциалом, что уже все кронштейны под цилиндры, уже все приварено. То есть уже изначально это как девятка, просто без подкрылков. Теперь в следующий сезон, если есть желание, мы доставляем просто рабочие органы и подкрылки, получается уже 9-метровый агрегат. Если покупать, допустим, 6-метровый агрегат, то уже нет такой возможности. Там уже нет этих крепежей, только из шестерки можно сделать, только если полностью всю заднюю часть поменять. Поэтому это тоже классное решение. И кто будет думать по поводу приобретения наших агрегатов, я думаю, много кому будет полезно именно заказывать конкретно уже девятку, но 6-метровую, если кто-то там сомневается в технологии, хочет попробовать, либо кто по финансам в этом году не тянет, допустим, да, это очень классное решение, потому что у нас, наверное, в процентов, 70 хозяйств, куда мы сейчас приезжаем после уже отработки, все говорят, блин, надо было девятку брать. Да. Вот, есть такая тема, поэтому... Ну, воно ще не знакома технологія. Чи, ну, в принципі, сам принцип понятен, що ти каз чи оприскувателем зверху вносиш, чи тут в почву несеш, ну, явно лучше, якщо в почву. Ну, просто, якби, все ж нове, ну, треба, якби, использовать с минимальными затратами. Согласен. Скажи, пожалуйста, как ты пришел к тому, что вот именно к сеялке агрегатировать рабочие органы? Я смотрю, что здесь рабочий орган стоит впереди высевного механизма, да, то есть мы сначала инъекционно вносим удобрение, после чего сеем, да. На какую глубину? Это на одной глубине, на разную, как-то немножко сдвинули сам рабочий орган. Много будет вопросов, интересно, расскажи. Ну, раніше, виходить, що ну, тут на балці ж стояли диски, і ми вносили удобрення диском. Жидкі теж, да? Ні, сухі. Тут сухі банки стояли. Ми їх, ну... Какой недостаток? Воно як ідея з'явилась з аплікатором, що кормить, так само і з'явилася ідея, що не хочеться цими дисками кормити, бо вони
ну, сиру землю викидують, і виходить, секції можуть вимілятися. А, да, так, да. Да, на колесо налипає і виміляється. Ну, от, і це дуже... То есть некачественный посев получается на разную глубину, да, и тогда и схожесть будет уже другая. Да, то есть да, да. это- Ми їх просто поснімали ж тут банки, зробили бочки, все, поставили ну, дві системи піджитки удобрення. От, ну, одна вносить каз аплікатором, а друга вже в рядок ну, там, РКД. Ну і самі кронштейн зробили, поставили робочі органи в сторону, ну там плюс-мінус 5 сантиметрів в сторону. Ну а на глибину тут не контролюється глибина, ну тільки ж це ми. Ну да, да. Ну, то есть зернинка демпферами. проклюнулась, грубо говоря, и рядышком уже будет удобрение, которое уже, ну, Да, корневая да. система какая-то. Ну, начнет иголка сколько надо, ну, если... 6-7 сантиметров. 6-7, да, и плюс, ну, отверстие десь. Отверстие 5-6 получается, 5-6, да. Да. Ну, якраз, если носим зерно на 4-5 сантиметрів, Как раз рядышком находится. да, Да? корінь вниз трошки поліз, і там, Отлично. ну, хорошо вообще понравилось. Вопрос. Когда диски стоят, допустим, вот многие хозяйства там, в связи с засухой, ну в этом году, в 2021 году, конечно, осадками порадовала, в принципе, погодные условия Украину, да, вот, но в большинстве случаев как бы не так много осадков, да, из года в год, то есть бывает и засушливый сезон, особенно 2020 год, много фермерских хозяйств оставляют там солому после пожнивной осадки, чтобы прикрыть влагу. Да, да, да. То есть тут такой же вариант, что диск будет впереди идти, он тоже как бы Так, ну, как-то у вредит. нас Ну, так и есть. Мы ж, ну, некоторые поля оставляем стерню, ну, впроваджуємо там наутіл, пробуємо, питаємося. І тим більше диск той по соломі, це, ну, Совсем, да? Це просто, да, ми в прошлому году одне поле оставляли з диском тим, ми його просто сняли і просто без удобрень сіяли, бо ну, він по соломі взагалі Не дає роботи, да? А тут, ну єдине, ще якби там треба теж ставити, скажімо, брезговичок. По-любому якась капля ну, на іголки остається, тут чуть закидує, а так, щоб вона туди теж на робочу секцію не попадала, брезговичок, щоб чисто на брезговику оставалося. И все. Ну, отлично. Это... Опыты там есть, внесение и касса, и без внесения касса, и в рядок, и не в рядок, там ну, разных мы наделали, так что результат будет. Скажи, пожалуйста, откуда ты знал о технологии Култан, вообще как ты к этому пришел? Перший раз побачив ну, в Михайла Івановича, наутілера, ну з вами, Да? З вами. Ну от якби заінтересувало і сразу возникла ідея, що переставити сюди робочі органи. Ну да, классно. Да. Кстати, с Михаилом Ивановичем встретились на выставке, да? Мы до этого с ним там общались по технологии Култан, да, и тут на выставке встретились, Агро 2020 на ВДНХ, ну, вот, решили записать такой ролик, потому что я считаю, честно, для наутилеров технология Култан, она как-никак подходит. Потому что первое, на что хотел обратить внимание, то, что минуя послепожнивные остатки, игла входит в прыск удобрения, это понятно всем. Да? Я был на конференциях наутила. Идея наутила заключается в том, чтобы накапливать послепожнивной слой на поверхности. Я понял, прошелся. А послепожнивной слой накапливается только, ну, основное это что нам дает? Это зерновые культуры, да? То есть это солома, грубо говоря, остается. Вот. И когда мы вносим традиционно там опрыскателем либо разбрасывателем, все равно часть азота, и не маленькая часть азота, впитывается послепожнивными остатками. Да, и этот азот работает просто, быстрее разлагает. То есть работает на перегниение. Для растения уже ну, в корневую зону. Да. И как получается, что у каждого есть севооборот, да, там самый минимальный это там 3 культуры, допустим, да, там, допустим, зерновая группа, там, я не знаю, там кукуруза, подсолнечник. Ну да. Вот, я имею в виду на одном и том же поле. Да. Вот. И бывает такое, что когда традиционно работаешь, там через год, но еще зерновая группа еще не подошла, ты уже не видишь после пожнивных остатков. Либо их уже так ничтожно мало осталось, что земля уже, в принципе, открытая стоит. Да. А вот с технологией Култан, то есть помимо того, что мы даем туда, куда нужно, работает в этот же год и работает столько удобрения, сколько ты дал, и еще и позволяет накапливать этот мульчирующий слой. То есть до следующей зерновой группы на этом поле мульчирующий слой остается. И с каждым годом он все равно будет накапливаться. Он и так будет перегнивать, потому что почвенные бактерии на поверхности с ним работают. Ну, это контактика с почвой. Да. Если внесешь газ поверхностно уже... Ну... Да. Плюс еще, если мы на поверхность почвы вносим, особенно на послепожнивные
пожнивные остатки, допустим, жидкие удобрения КАС, оно все лежит на послепожнивных остатках. То, что часть растения впиталась, ну, послепожнивными остатками впиталась, а еще большая часть просто улетучивается. Даже никто не может посчитать, потому что если осадки прошли после того, как ты внес, это хорошо, это классно, согласен. А бывает такое, что и неделю, и 2 дождя нету, допустим, после внесения. И тогда каждое утро роса, какой-то туман покрывается. Этой влаги недостаточно, чтобы транспортировать этот азот. Но достаточно, чтобы с касом сконтактировалось, потом выходит солнце, дует ветер, оно все. Работає воно тоді, коли пішов дощ. А так ти вносиш, треба тобі зараз, щоб він працював кас вниз. Він, ну, через там неділю, коли тепло, вже працює. А якщо оприскувателем вносиш, йде дощ через місяць, воно починає працювати вже не по виходу в трубку, а вже там трошки не в ті моменти, коли тобі треба. А растения начинают уже, вот, просит питания, закладывать урожайность, там, развивать корневую систему, для того, чтобы... Вот мы были сейчас тоже на полях, да, смотрели с коптера, вот на ваших полях, я не видел таких больших полиганий каких-то, да, то есть меньше. На соседское поле залетели, посмотреть, там у него большой такой процент, ну, то есть намного, визуально очень видно, что намного больше полиганий. Де в основному, де двойна норма, там і полігання. А двойную норму даешь что? Когда работаешь опрыскивателем, допустим, дует ветер, либо порывы ветра, пожалуйста, сюда не внесло ничего, а сюда там пятерную норму может, если, допустим, ветер З раздул. крупною каплею вряд ли воно так сильно снесе. Ну, смотря какие порывы ветра. Да. Все же бывают по-разному. Бывает такое, что такой ветер дует. Мы были там в Запорожье, допустим, Запорожская область, ближе там к морю Казовскому, либо Херсонская. Там такие ветра дуют просто. Там и крупную каплю. Вот смотришь, невооруженным глазом видно, как прям дует ветер и сдувает. Понятное дело, что можно высоту выставить. Но, опять же, либо работать разбрасывателем. Такая же ситуация. Разбрасыватель на самом деле надо настраивать каждый раз перед выходом. Там свои манипуляции обычно в Украине я видел. Мало кто это делает, и спрашивал. Там надо и калибровать каждый, ну смотри, какой разбрасыватель, если он двухсекционный, то надо каждый бункер, каждую эту лопатку, скажем так, бункера калибровать каждый раз. То есть есть свои неравномерности, и тогда тем самым, да, двойная доза перерастает, и тем самым больше полигания. Ну, с култаном, в принципе, такой беды мы не увидели, да? Мы принудительно... У нас есть, як ми отрізали і клин заділили теж, получається, якісь моменти, де двойна норма. І там, де двойна норма, і воно такі просто там секції, треугольнички, і там теж лежить. Де двойна норма просто внесена. А так, равномірність... Отлично, да? И по NDVI, снимкам дивилися, и тоже коптером. Скажи, пожалуйста, на каких культурах вы уже отработали по технологии Колтан? Это зерновые? Покормили пшеницю всю і посіяли кукурузу, і соняшник посіяли. І зараз переставляємо вже на аплікатор, опять кукурузу кормити треба. Як підсохне трошки. Ну да. Ясно. Спасибо большое. Очень приятно было пообщаться. Вам спасибо. Обязательно приедем. Поделитесь, пожалуйста, результатами. Вдруг, если у нас не получится приехать со съемкой, то хотели бы какой-то отзыв о технологии Култан, как сработало. Все равно вы тут на местах все знаете, в принципе, где внесли, где там с какой-то нормой немножко поигрались. То есть это, я думаю, что бункер покажет. Да, есть у нас, де ми плюс 20, 200 литров вносили единоразово, есть де плюс 20% и минус 20%. Получается 240 и 160. И 160, да? Отлично. На 3 участка рядом. Все, ребята. Всем пока. С вами был Алексайн. Фермерское хозяйство Ориль Агро. Желаем вам еще раз хороших результатов, успехов, развития и больших урожаев. Всем пока.